Доброго времени! Всегда интересно сравнить традиции разных стран, особенно когда переезжаешь жить в другую страну. Сегодня мы расскажем, что непривычно россиянам в зимних праздниках в Польше. А праздничное настроение нам будет создавать атмосфера рождественского Кракова. Самое главное отличие – в Польше Новый год не является таким значимым и ожидаемым по сравнению с Рождеством. Пик предпраздничной суеты и подготовки приходится на 20-е числа декабря. В рождественские выходные все закрывается, многие уезжают к родным, уже очень сложно решить какие-то рабочие вопросы и уладить срочные дела. В России же главный праздник именно Новый год, и в конце декабря еще в самом разгаре подготовка к нему. Поначалу было очень сложно привыкнуть к тому, что Новый год еще не наступил, а у тебя такое ощущение, что праздники уже закончились. В Польше январь – обычный рабочий месяц. Да, все также празднуют наступление Нового года, запускают салюты, но отдыхают только 1 января. А со 2 числа жизнь возвращается в обычное русло. Ну или с 3, если 2 приходится на воскресенье, как в этом году, например. Но на этом все. В России после празднования Нового года наступают длинные январские выходные, почти на 2 недели. Люди планируют целые отпуска на это время, длительные поездки, встречи с родными и друзьями. И довольно сложно первое время перестроиться, когда всю жизнь в начале января были каникулы, выходные, праздники. В декабре, как правило, в польских городах не бывает снега, поэтому нарядные елки, украшения, рождественская иллюминация и ярмарки – все это ты увидишь в атмосфере серого туманного ноября. Конечно, и в России не во всех городах и не всегда есть снег, страна большая и климат разный. Но все-таки в большинстве мест Новый год – это зимний праздник с сугробами, метелями и морозами. Новогодняя елка без снега воспринимается как нечто странное и непривычное. Если же в Польше снег все-таки выпадает в декабре, то обычно его не очень много и он быстро тает. Поэтому такого, как ледяные городки и огромные горки, в польских городах нет. В России это обычное зимнее развлечение, и свой снежный городок с горками, ледяными лабиринтами и фигурами стараются сделать даже в самом маленьком городе. А в больших городах их может быть несколько. Праздничное украшение города в Польше не такое роскошное и богатое. Оно красивое, волшебное, атмосферное, но главным украшением все-таки остается сама архитектура города, и иллюминации стараются ее подчеркнуть, а не затмить. В России же на новогодние праздники города сияют праздничными гирляндами, особенно Москва. И год от года праздничные украшения там становятся все роскошнее и богаче. Ну и другие крупные города не отстают. Светящиеся украшения на протяжении всей автомобильной дороги на улице города легко. Ну, это, конечно, выглядит очень красиво, особенно в сочетании со снегом. И после такого даже кажется первое время, что твои ожидания от праздничного украшения Кракова, например, не оправдались. Но чем бы ни отличалось празднование Нового года в разных странах, желание жить в мирной, благополучной стране рядом с близкими и любимыми людьми для всех остается неизменным. Поэтому в Новый год мы бы хотели вам всем пожелать именно этого – мира, благополучия, семейного тепла и любви. Спасибо, что были с нами в прошлом году, и спасибо, что остались в новом 2022. С Новым годом и до встречи в новых видео!